Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Много ли надо женщине для счастья? А рукодельница? Вот получила 10 килограммов джинсовой ветоши и прыгаю от восторга. Это отходы со швейной фабрики. Они свой брак режут на большие куски и продают. Естественно, сначала все перестираем и разберем по цветам. Это целое богатство. Вот такие мы забавные мастерицы. А самая главная забава – это красиво подружить ненужные обрезки ткани. Просмотрим все остатки и обрезки и нарежем полоски шириной 5 сантиметров, а длиной примерно 16-18. Сколько получится. Шить будем по основе клеевому флизелину. Сами понимаете, что старые джинсы, тем более стрейч, обязательно надо дополнительно укреплять и проклеивать. На флизелине, на той стороне, что с клеем, нарисуем вспомогательные линии. Обозначим серединку и расчертим углы 45 градусов. Это нам надо, чтобы шить ровно. Работу начинаем снизу. Вначале положим треугольник, так, чтобы прямой угол лежал ровно на центральной линии. Затем к нему будем присоединять полоски. Пришили первую полоску, отогнули, закрепили машинной строчкой. После этого присоединяем вторую полоску. Также ее отстрочим. Вот здесь надо внимательно следить за тем, чтобы вершинка второй полоски лежала строго на центральной линии. Таким же образом пришиваем остальные полоски. Когда вся основа заполнена, тщательно проутюживаем заготовку. Вот она, вся прелесть работы с клеевым флизелином. Все ровно, красиво, швы спрятаны, ткани укреплены. После этого деталь тщательно промеряем и отрезаем лишнюю ткань. Заготовка получилась красивая, но маленькая. Будем придумывать продолжение. У нас еще оставались детали с задними карманами. Пустим их в ход. Для начала также укрепим клеевым флизелином. Потом сошьем вместе. Шить будем настрочным швом с одним закрытым срезом и одним открытым. Для этого детали складываем лицевыми сторонами внутрь, располагая их так, чтобы срез нижней детали выступал за срез верхней на ширину отделочной строчки.
Детали соединяют со стороны верхней на расстоянии 0,5-0,7 см от среза. Затем детали расправляют, с лицевой стороны прокладывают отделочную строчку. Потом также соединяем вместе две большие детали. Конечно же, самое интересное в джинсах – это разные вкусняшки, шлёвки. Мы их аккуратно спороли со старых джинсов. Пришить их хоть и сложно, но можно. Главное, не торопитесь. Можно даже помогать вручную крутить колесо швейной машинки. Работайте осторожно, чтобы не сломать иголку. В том самом мешке с ветошью нашелся довольно большой кусок. Постараемся его использовать с максимальной пользой. Выкроем деталь такого же размера, что и лицевая часть. И приготовим две ручки длиной 62 сантиметра. Для начала определим места крепления ручек. От центра в обе стороны отложим по 8 сантиметров и закрепим там ручки. Приготовим деталь подкладки и пришьем карман. Вернее, сразу 3 кармана. Дальше уже остается самое простое. Складываем вместе, лицом к лицу, красивую верхнюю часть и деталь подкладки и прошиваем на швейной машинке. Затем мы заготовку разворачиваем так, чтобы в одной стороне были детали верха, а в другой подкладка, и прошиваем по периметру, оставляя небольшое отверстие для выворачивания в боковой стороне подкладки. А дальше уже формируем дно сумки. Намечаем и отрезаем углы. Потом мы их разворачиваем и зашиваем. И еще один момент. Углы сумки и подклада мы парой швов скрепляем вместе, а потом выворачиваем полученную конструкцию. Тщательно все расправляем и поправляем. Зашиваем оставшиеся отверстия. И по верхнему краю сумки прокладываем отделочную строчку. Тем самым мы еще раз дополнительно укрепляем ручки. И получилась у нас красота. 2 наружных кармана и 3 внутренних. Прелесть прелестная. Замечательная сумка шопер. Сумок много, не бывает. Под каждый сезон, под каждую одежду, под любое настроение своя сумка. А стиль джинс всегда актуален. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Обязательно подпишитесь на все мои каналы и соцсети. Они указаны в описании под видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!